Уважаемые собственники и генеральные директора, сегодня мы обсуждаем ситуацию, когда у вас есть стратегия, красивая, амбициозная, может быть на 3-5 лет. Вы ее утвердили на совещании, все похлопали, все согласились. Проходит год, вы открываете стратегию и понимаете, ничего из задуманного не сделано. Планы не выполнены, цели не достигнуты. Вы спрашиваете, почему так? Вам отвечают, рынок изменился, клиенты не готовы, ресурсов не хватило. Вы начинаете писать новую стратегию, опять красивую, амбициозную, и через год снова ничего. Если это про вашу компанию, тогда этот ролик для вас. В этом коротком блиц-ролике рассмотрим одну проблему, когда стратегия пылится на полке, и она каждый год не выполняется. Одно решение и без воды. Так почему же стратегия не выполняется? Вы же ее вдумчиво разрабатывали со своими топ-руководителями на старт-сессии. Вы ее все вместе утвердили, все ее согласовали и приняли к исполнению. И почему же нет результата? Топ-руководители вам назовут причины. Рынок изменился, конкуренты обогнали, люди не замотивированы, ресурсов не хватает и так далее. Все это так, конечно, но это уже следствие. Причина одна, не системная, а значит ручное управление в компании присутствует. Разберем стандартную ситуацию в компании. Они разработали стратегию. Цель – войти в новый сегмент рынка, увеличить выручку на 30% за 3 года. Все согласовали, красивая презентация готова, доклад сделан, все похлопали друг другу и разошлись. А дальше все как в черную дыру или бермудский треугольник. Стратегия осталась в голове у собственника и в PowerPoint на том докладе, где присутствовали все топ-менеджеры и собственник или генеральный директор. До среднего звена стратегия не дошла и вовсе. Может, единицам разослали ту самую презентацию в PowerPoint. До линейного персонала она и тем более никогда не дойдет. Все пущено на самотек. Люди работают, как работали, выполняют поручения вышестоящего руководителя. И все потому, что стратегия – это не их задача, и они в принципе так и не узнали. Их задача сделать деталь, отгрузить товар, закрыть отчет и выполнить поручение с протокола совещаний. Прошел год. Вы смотрите, выручка выросла на 5%, а не на 30%, как вы планировали. Новый сегмент не завоеван, стратегия не выполнена. Опа, как так опять? Какие действия предпринимает собственник или генеральный директор? Правильно, вписать поручение в протокол, которое звучит так. Усилить контроль исполнения стратегии, говорит он. Вводит дополнительные стратегические сессии раз в квартал, назначает ответственного за стратегию, требует отчеты о прогрессе. Снова перешли в режим ручного управления реализации стратегии. Сюр, конечно, все наоборот. Не сверху вниз целеполагание от стратегии до задач, а через постановку задач в протоколе компания пытается выполнить стратегию. Зазеркалье в сказке «Алиса в стране чудес». В госкомпании прямо во всех во всех компаниях стратегия так реализуется, через ручное управление и протоколы. Сам наблюдал это воочию. Теперь понимаете, почему развития нет в России, почему эффективность и производительность не растет в стране. В 2000-х такого не видел на промышленных заводах. Правда, не было вообще презентаций. Вообще не было такого инструмента в управлении, как презентация. Это вот новое поколение эффективных менеджеров с 2009 года, как появились, они ввели такие методы псевдоуправления через презентации. Главное красиво отчитаться, а результат не важен. Посмотрите мой ролик, как менялись методы управления в России с 2001 по 2026 год. Ссылка вверху на экране. Вы все поймете, почему мы ничего не производим, а только нефть умеем продавать. Ладно, это я отвлекся на макроуровне управленческих процессов. Вернемся к нашему вопросу. Так вот, люди приходят на старт-сессии, рисуют отчеты, кивают головами, а работают как работали. Потому что стратегия не превратилась в конкретные задачи, КП, результаты и понятные процессы. Такие компании лечат следствие, добавляют сессии и красивые отчеты, а причина – отсутствие системы, которая превращает стратегию в эффективную операционную деятельность. Уважаемые зрители, напишите, пожалуйста, в комментарии, вам знаком такой метод реализации стратегии, как рассказал в этом примере, через протоколы. Собственник и генеральный директор хотят как лучше и, конечно, пробуют различные модные методы и инструменты управления. Например, внедрили стратегические сессии раз в квартал. Все собираются, обсуждают, рисуют слайды, картинки, а через неделю возвращаются к своей текучке и все забывают. Стратегия забыта на полке. Спустили цели по смарту, разбили на KPI для каждого отдела. Люди отчитываются, а результата снова нет. Потому что KPI – это цифра, а стратегия – это изменение способов работы. Наняли стратегического консультанта из Big 4 или какой-нибудь консалтинговой фирмы. Он написал красивый документ на 200 страниц. Документ потом пылится на полке, его даже ни разу не открыли после ухода консультантов. Потому что стратегию нужно не писать, ее нужно внедрять и исполнять. Почему им не помогли эти действия?
Потому что они пытались управлять стратегией через отчеты, протоколы, дополнительные стратсессии. А нужно управлять стратегией через систему. Практически в каждой компании со стратегией работает вот так. Стратегия – это документ, а операционка – это реальность. Они не связаны между собой. Цели спущены, но непонятно, как их достичь. KPI есть, но непонятно, как они связаны со стратегией. Люди не видят свой вклад в стратегию. Она для них абстракция. Вы продолжаете писать новые стратегии, а результата нет, потому что у вас нет системы, которая превращает стратегию в действие. Вот что вас ждет, если не менять процесс управления в компании. Вы будете каждый год писать новую стратегию, и каждый год она будет не выполняться. Сотрудники перестанут верить вообще в слово стратегию, процесс стратегии. Для них это будет очередная презентация. Конкуренты, у которых стратегия исполняется, будут вас обгонять и забирать рынок. Отсутствие стратегии плохо, но еще хуже, когда стратегия есть, но ее не выполняют. Посмотрите мой первый плейлист из 14 серий про архитектуру управления. Ссылка вверху на экране. Там детально разобрано, как превратить стратегию в результат через систему. Решение есть. И оно не в том, чтобы чаще проводить стратегические сессии или нанимать консультантов. Решение построить архитектуру управления. Без нее операционка живет сама по себе, а стратегия сама по себе. С архитектурой они соединяются, стратегия превращается в конкретные задачи, планы, сроки, деньги и начинает выполняться. И каждый сотрудник знает, как его работа влияет на стратегические цели компании. Как ваша архитектура управления работает со стратегией? Шаг 1. Декомпозируем стратегию до конкретных целей. Не увеличить выручку, а увеличить выручку в сегменте X на Y% к дате Z за счет действий А, Б, В. Конкретно и понятно, измеримо по смарту. Шаг 2. Спускаем цели до уровня подразделений и сотрудников. Каждый получает свою цель, понятную, измеримую, привязанную к стратегии и его зоны ответственности на жизненном цикле ваших продуктов или услуг. Он же главный поток слаженной работы всех ваших функций бизнеса, нацеленные на общие цели компании в целом. Шаг 3. Связываем цели с процессами. Не сделай отчет, а отгрузи этот продукт за 10 дней, потому что это влияет на стратегическую цель. Человек видит связь между своей работой и стратегией. Шаг 4. Внедряем систему мониторинга выполнения стратегии. Не раз в квартал, а постоянно. Дэшборд показывает, какие цели достигнуты, где отклонения, где ответственные, какая нужна помощь. Какие вы получите первые результаты через 3-6 месяцев. Стратегия перестает быть документом на полке. Она становится реальностью и начинает исполняться. Цели начинают выполняться, потому что они превратились в конкретные действия. Люди понимают, зачем они работают. У них появляется смысл. Вы перестаете писать новые стратегии, вы начинаете выполнять утвержденную стратегию, которую выдали на текущий период. Это не про стратегическое планирование, это про систему, которая превращает вашу стратегию в результат. Стратегия без системы – это фантазия. Стратегия плюс система – это отличный результат и выполненные цели. Если ваша стратегия сейчас пылится на полке, если цели не выполняются, если вы каждый год начинаете с чистого листа, не ждите, дальше будет только хуже. Вы так и будете топтаться на месте, без роста, без развития, без изменений. Напишите мне в Telegram слово «разбор». Ссылка в описании канала и ролика. Мы разберем вашу ситуацию, скажу, с чего начать именно вам. Также провожу полный аудит ваших управленческих процессов в компании. При необходимости полномасштабный проект по проектированию и внедрению архитектуры управления. И помните, стратегия не лечится сессиями и консультантами, она лечится системой. Вы скажете, так ты же сам тоже консультант, нам тут рассказываешь. Нет, я системный инженер, а это совсем другое. Консультант работает с проблемами, приходит, смотрит, советует и уходит. Лечит симптомы, дает рекомендации. И часто они остаются на бумаге. И часто не по вине консультанта, просто их рекомендации не выполняются. У меня глубокое уважение, кстати, к консультантам. Они профессионалы и реально решают свои локальные задачи. Я сам рекомендую к ним обращаться. Но я работаю с причинами. Я проектирую главный механизм управления, готовую систему под ваш бизнес, вашу стратегию, ваши процессы, которая работает без вашего участия 24/7. Инженер не дает советы, он строит с нуля главный каркас для управления, который держит вашу компанию и дает результат. Я уже 25 лет в промышленности, за это время перепробовал все. Бережливое производство, проектное управление, ERP, BPMan, Agile, KPI, то Голдрата, Дизиса. Много проб и ошибок, многие методы не давали стабильного результата или работали временно. Именно через эти пробы и ошибки, через практику, через путь от слесаря до генерального директора, за эти годы работы в производственных компаниях, я спроектировал главный фундамент, который подойдет любой компании. Я его назвал архитектурой управления. И он подходит не только производственным организациям, но и другим видам деятельности.
Для любой компании: электротехника, логистика, строительство, IT-услуги и другие направления. Везде, где сейчас царит хаос и ручное управление. И это не очередная западная модная игрушка. Это каркас, который родился и вырос исключительно на российской производственной практике в 25 лет. В наших цехах, наших заводах, с нашими людьми. Каркас, на который, кстати, ложатся любые западные российские методы, инструменты управления, которые перечислил выше. Без фундамента они не работают или работают плохо. С фундаментом работают отлично. За 25 лет я построил уже десятки таких систем. Знаю на опыте, что работает, а что нет. Архитектуру, которую я внедряю, реально повышает производительность, возвращает управляемость в вашу компанию, снижает расходы и незавершенку, ведет к прибыли и развитию. Я проектирую архитектуру управления как инженерный проект, под вашу стратегию, под ваш бизнес. И продаю вам не обычный консалтинг, а работающую систему для управления бизнесом или компанией, которая прошла проверку боем в России и Киргизии. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи!